Santé. Из Coursier. Vient de la Suisse, du côté de Lavaux, vers Vevey, Montreux. Tu connais bien cette région, n'est-ce pas? Пахнет шикарно и на вкус тоже. Здрасте всем! Сегодня готовить будет что-то моя сестра. Селедка под шубой, нет? Дорогие друзья, сегодня мы будем готовить селедку под шубой с ингредиентами. Да, у евреев все не как у людей. Новый год летом. Удиви. Ты понимаешь, это именно летний вариант селедки под шубой. Да. Это не зимний вариант. Так. Почему мы это совмещаем с фруктами, как черника, как яблоки? Это не черника, это голубика. Ты уверен? Я думаю, что да. Ни хрена вкуса нет, вообще никакого. Ты ее не пробовал до того, как я тебе предлагаю попробовать. Только одну взять. Каюсь. Слава Богу. Дорогие друзья, сегодня мы используем селедочку. Селедочка жирненькая, филе, которое будет нарезаться и будет ложиться первым слоем на прекрасное наше блюдо. Слоем. Следующий продукт мы будем использовать лук. После лука у нас используются яблоки. После яблок у нас используется свекла. После свеклы мы все покрываем сметаной 34%, 35%. А майонез? Майонез не идет, не кошерно. Ты чего? И Это в как? конце концов у нас идет голубика. Так, ты меня игнорируешь. Так майонез почему не идет? Какая связь с кашрутом? Майонез, он очень жирный. Это не натуральные жиры. А, понятно. То есть не кошерно не для души, а для тела. Это диетическое блюдо. Начинаем. Берем филе. И это филе будем нарезать маленькими кубиками. Нарезаем маленькими кубиками. А как насчет перчаток? Без перчаток это не гигиенично, ты что? Вот. Пошли они все с этими перчатками. Так. Правильно. То, что мы нарезаем, это все выкладывается на блюдо. Не надо. Да. Первый закон кулинара. Извиняюсь, когда ты хочешь сгребать, режешь так, а сгребаешь так. Пожалуйста. Спасибо. Так. Слушай, а тут косточки какие-то есть? Нету косточек. Нету? Нет. Ну как? Тут забыл про оператора, тоже хочет вино, кажется. Сейчас выдам. Пожалуйста, это тебе винишко? Так. Ну, понятно. Селедка, теперь у нас пошел лук. La suite. Следующий этап. Мы натираем яблоки. Личик вкусно. Сезон. Ты уверен? Да. На, пожалуйста, вот сюда косточку. Я тебе признаюсь, я это кушаю раз в году. Так. И только на Новый год. Ну, Сейчас будем менять эти самые привычки. будем пенять. Будем. Сделаем небольшую эксепсион. Берем второе яблоко И что еще? и покроем старым яблоком то, что нужно покрыть. Что покрыть нужно? Хвост рыбы. Яблочный хвост? Да. Привет. Ты часто делаешь такое в Европе? Я не делаю это часто, но бывает несколько раз в год. И как реакция? Нет? Русскоязычного населения. Реакция восхитительная. Всем нравится? Всем очень-очень нравится. И все просят рецептик. Это блюдо может есться при входной части, перед обедом. Антре, что называется антре. Это блюдо может идти как на закуску с вкусным хлебом. В Европе это блюдо будет ставиться перед основным блюдом, как плов, бахш. У меня ассоциируется с черным хлебом. Поел, на ужин или на завтрак. Так. Отлично. Сейчас самая главная часть. Слушай, пока ты натирала свеклу, то с яблочками что-то произошло. Они тут слегка окислились. Ничего? Это вполне нормальное, натуральное явление яблок. Так.
да, когда мы их натираем, Так, они меняют немного цвет. это физика или химия? Это химия. Какая прелесть. Наше здоровье. Наше здоровье. И продолжаем наш салатик. Предпоследний этап. Раскладываем свеклу. Свеклу заранее натираем на терке. И покрываем яблоки. Малана, в твоем докторате это сыграет... Малана, алкоголь не для тебя. А, ты тоже хочешь, что ли? А Маш тебя снимает сейчас, ты тоже скажешь. Твое здоровье, родная. Твое здоровье. С приездом на землю обетованную. И последнее покрываем сметаной. Это сметанка 30%, да? Да-да. Какая прелесть. Это правильно. Покрывается это все сметанкой. А потом все в холодильник. Обязательно, чтобы салатик охладился. А сколько времени должен пропитываться? Я думаю, что она как минимум часов 5. Нет, час вполне достаточно. Ты думаешь? Да. Вместо шампанского. Гамме. Гамме. Извините. Сок патичеви. My French is not perfect. Ругаться умею хорошо. Можем это все сделать красиво ложечкой, очень аккуратно. Теперь мы украшаем. Что? Оставь. На Новый год мы заменяем это все гранатовыми зернами. Нету гранатов сейчас, не сезон в Израиле. Ты знаешь, что ты еще сюда можешь добавить? Зутали вана, если ты хочешь. Наше блюдо закончено. Чтобы его украсить, немножечко дать цвет, можно добавить зеленый лук. Следующий этап мы поставим в холодильник, чтобы все вкусы пропитались. На 1 час. Объединились. Прошел уже час, а может и больше. И наш летний салат с рыбкой, со всеми витаминчиками, диетический, готов. Будем пробовать? Да, пожалуйста, конечно, буду рад. Салат нарезается как торт и всегда подается снизу. А кусочек хлеба? Вот, и подается всегда снизу. Или у нас диетка? Пожалуйста, приятного аппетита. Большое спасибо. Отпробуем. Так. C'est bon? Затаим? Très bien. Все, больше майонезов никаких не будет на Новый год тоже. Класс. Очень вкусно. Приятного всем аппетита. Время приготовления не больше получаса. Бай, ассаламу алейкум, ассалам алейкум. Бай.